После смерти отца Лия Харпер приехала на его небольшое хозяйство в забытом уголке Нортфилда. На оглашении завещания ее сводные братья и сестры, улыбчивые, самодовольные, получили особняки, машины и деньги. Лии же достался только старый амбар на окраине участка. Никто не скрывал презрения. «Вот и все твое богатство», — бросили ей вслед. Но когда она впервые зашла внутрь амбара, пыльная тишина будто ожила. Пол странно пружинил, воздух был другим, и у Лии появилось ощущение, что отец что-то спрятал здесь специально для нее. На похоронах она сидела, сцепив руки до боли, и слушала пустые речи людей, которые почти не знали ее отца. После прощания семья собралась в гостиной. Адвокат перечислил наследство, и каждый пункт звучал как удар. Огромные владения, детям от первого брака, Алии амбар и участок вокруг него. Мачеха, безупречная Кэролин, лишь хищно улыбнулась. Лия забрала документы и уехала. Перед глазами стоял сарай, старый, изломанный, но родной. Она решила хотя бы привести его в порядок. Часы она подметала пол, перебирала ящики, вытаскивала ржавый металл и сломанные инструменты. Сквозь свет прорезались пылинки, и амбар напоминал старую фотографию. Там она заметила балку со старыми инициалами, своими и отца, вырезанными, когда она была ребенком. Рядом дерево будто бы было сдвинуто. Но рассмотреть лучше она не успела. Подъехали мачеха и брат. Они оглядели участок, как охотники, убедившись, что скрывать здесь нечего, и уехали. Лию охватило новое чувство, не обида, а решимость. Продолжая уборку, она увидела неровную доску в дальнем углу. Надавила, она подалась. Под ней лежал латунный ключ и короткая записка отца. Там, где земля встречается со своим отражением, начинается правда. Ночью Лия вернулась в амбар с фонариком. Она снова осмотрела пол и нашла тонкую трещину под ящиками. Плита бетона подалась, открывая проход вниз. Узкая лестница вела в маленькое подземное помещение. На полках стояли запечатанные коробки с бумагами отца. На одной коробке было написано ее имя – Лия. Внутри лежали документы компании Harper Industries, зарегистрированной на нее как на единственного владельца. Рядом – аудиозапись. Она нажала «Воспроизвести». Голос отца прозвучал тихо, но уверенно. «Если ты слушаешь это, значит, мне не удалось все объяснить. Я оформил бизнес на тебя много лет назад. Я знал, что кое-кто попробует присвоить то, что не принадлежит им. Амбар – твоя защита. Он хранил самое важное». Лия опустилась на коробку, сжимая документы. Отец не бросил ее, он доверил ей все. Амбар стал не символом унижения, а ключом к правде, которую другие хотели скрыть. Она вытерла слезы, спрятала ключ в карман и подняла голову. Теперь она знала, ее настоящая наследственность только начинается.